Вы видели, как сейчас реставрируют старые письменные столы? Одни это делают в стиле Прованс с помощью валика и кисти, другие предпочитают заморочиться, снимают старый лак, а новое покрытие делают полупрозрачным с каким-либо оттенком, но чтобы была видна текстура древесины. Моя младшая дочь поддалась новомодному тренду и взяла за реставрацию старого письменного стола сама. Но все пошло не по плану. Один выдвижной ящик она шлифовала четверть дня, после чего сказала: «Папа, я устала, больше не могу». Шлифовать наждачкой – то еще занятие. На дверцах и ящиках полно участков, куда не подобраться орбиталкой. К тому же структура древесины станет гладкой. Вот я и решил опробовать нетрадиционный метод очистки древесины. Просеял несколько ведер сухого песка, достал когда-то купленный на Алиэкспресс пескоструйный пистолет и выкатил компрессор, который собрал в прошлом году. У кого нет компрессора и пескоструйного пистолета, можно взять в прокате инструмента. Цена за прокат покроет расходы на абразивные расходники. И самое главное, это будет гораздо быстрее, чем наждачкой, и дешевле, чем купить новый стул. Чтобы песок можно было использовать повторно, расстелил клеенку и понеслась. Этот метод называется бережным брошированием. Лак удаляется из самых мелких пор и труднодоступных мест. К тому же структура древесины становится более выраженной, чем после шлифовки. Первые шуфлядки очищал от лака песком мелкой фракции под давлением 6-8 атмосфер. Лак снимался, но процесс хотелось ускорить. Тогда я отрегулировал автоматику на 10 атмосфер, и работа пошла веселее. Если вы думаете, что это слишком большое давление для моего компрессора, то это не так. Рабочее давление такой компрессорной головы по паспорту 12 атмосфер. Для тех, кто не видел, как я собирал этот компрессор, оставлю ссылку в описании под видео. Компрессор большую часть времени отдыхает, значит можно заменить сопла с диаметром 4 мм на 5 или 6 мм. Даже после замены сопла компрессор успевал отдыхать. Песка в общей сложности ушло литров 50, сэкономить помогла клеенка. К тому же с каждым разом фракция песка становилась все мельче и мельче, что в свою очередь хорошо сказывается на бережном брошировании. Через 2 часа пескоструйные работы были закончены, а результат превзошел ожидания. Текстура древесины хорошо видна, лака не осталось ни грамма даже в уголках. Наждачкой так не сделать. На мой взгляд, это самый практичный способ очистки древесины от краски и лака. Поддержи канал лайком, если нравится результат. Красить буду лаком на водной основе. Он для древесины. Много чего перекрасил пистолетом, опыт есть. Но краской на водной основе таким пистолетом еще ни разу не красил. Не знаю, как пойдет. Краску разбавил обычной водой до более жидкого состояния. Надеюсь, шпон не поднимется. Дюзу выбрал самую большую. Больше чем 1,5 мм у меня нет. Компрессор стоял в тепле в гараже. Красил на улице при нулевой температуре и сразу уносил в гараж. Прошло 2 дня, лак высох, с цветом угадали, дочь хотела именно такой. До реставрации он был темнее, чем этот кусок ламината. Стал светло-бежевым, ближе к белому. Свет в гараже теплый, поэтому кажется, что он желтый. Лак, который я нанес на водной основе, наверняка пропускает воду, поэтому поверх решил нанести прозрачный мебельный лак NC243. Цвет как бы прозрачный, но немного отдает желтизной. По вязкости густоват, малость разбавим. Наносить будем тем самым краскопультом. Внутри шкафчиков, где будут стоять выдвижные ящики, я не красил. Вынимаются они крайне редко, никто не увидит. Лак, как и краску, наносил на улице.
Через пару дней лак окончательно высох, и вот что получилось. Процесс сборки показывать вам не стал, он достаточно простой и быстрый. Результатом, конечно же, доволен. И особенно довольна дочь. Такого цвета он был до реставрации. У нас таких столов несколько. У того, что я от песка строил, столешница была похожа. А таким стал сейчас. Покрытие у заводского варианта более гладкое. После броширования древесина выглядит как бы побогаче и приятнее на ощупь. На банке с лаком было написано, что он матовый. Но мне кажется, что он скорее глянцевый. Впрочем, небольшой блеск стол не портит. В скором времени, возможно, проведу реставрацию и второго стола. Оттенок сделаю другой, либо покрашу под мореный дуб, либо сделаю с темно-зеленым оттенком. На этом все, дорогие друзья. Спасибо за просмотр. Не забудьте поставить лайк или дизлайк и подписаться на мой канал.